Канал «Автозакордон» зимой и летом продолжает автомобильное путешествие по Португалии. Мы движемся из города Браганса в живописный город Миранда-ду-Дору. Он расположен возле каньона на реке Дору, которая в этом районе служит границей между Португалией и Испанией. Добраться из Браганса в Миранду можно было и по дорогам среди португальских гор. Через Португалию, то нужно было бы вот тут свернуть и все, туда. Но мы решили проехать по шоссе через Испанию. Это оказалось просто. Никаких пограничников и таможенников. Европейский Союз. Вот по этому ущелью проходит граница. В Испанию мы заехали, во-первых, для сравнения архитектуры церквей. Давай вот здесь какая вот. церковь, смотри. Какие-то не другие тут церкви. Во-вторых, для экономии. Цена топлива в Испании была меньше, чем в Португалии. В-третьих, мы решили посмотреть, как течет река Дору в горах Испании. Мы видели эту реку, когда путешествовали по испанским городам. Например, мы переезжали через Дору по мосту в городе Самора. А в Португалии мы пересекли эту реку на автомобиле по плотине Пачиньо. В городе Порту мы прошли над рекой Дору по мосту пешком. И даже плавали по этой реке на прогулочном катере. С трассы, которая ведет в город Самора, сворачиваем, чтобы по пути в Миранду-ду-Дору осмотреть две плотины с электростанциями. Первая из них под названием Рико-Байо расположена на реке Эсла, притоке Дору. Ее строительство началось в 1929 году, а уже в 1935 она стала давать энергию. В 1999 году была построена вторая очередь электростанции. Высота плотины 99 метров, длина 270 метров. Созданное плотиной водохранилище простирается по реке Эсла на 58 километров. Слева смотри, какое водохранилище огромное. И мы пересекли его по мосту. Вот поэтому. Рядом с плотиной поселок Рика-Бая-де-Альба, от которого до Миранда-де-Даура 32 километра. В 1 километре от места впадения в реку Дору, ее притока Эсла, расположена плотина Виелькампо. Ее начали строить в 1943 году. Первую очередь гидроэлектростанции пустили в 1949, а вторую в 1977 году. Высота этой плотины 50 метров, длина 300 метров. Поселок Виелькампо расположен перед плотиной, и от него 23 километра до Португалии. это значит, что мы вскоре покинем гостеприимную Хунту, Кастилия и Леон. И если вам интересно познакомиться и с Испанией, и с другими странами, не забудьте подписаться на канал. И лайк можно поставить. Едем по прямой ровной дороге, и даже не верится, что мы высоко в горах. Но вдали справа мелькают домики на склонах. Может, они уже в Португалии? Возможно. До Миранды осталось 13 километров. Начинаем спускаться по серпантину в каньон, по которому течет река Дору. На другой стороне видим город. Это Миранда-ду-Дору. Вот храм на холме, который мы вскоре осмотрим вблизи. Далее открывается вид на плотину сверху, и мы спускаемся к ней. На табличке надпись по-испански «Преса», то есть плотина «Де Миранда до Доуру». По этой плотине, как по мосту, мы пересекаем государственную границу, на которой не останавливают ни пограничники, ни таможенники. И мы вновь в Португалии.
перед тем, как ехать в город, сворачиваем, чтобы осмотреть берега реки Дору возле самой воды. С марта по ноябрь отсюда отправляются прогулочные катера. В ходе экскурсий туристам рассказывают о флоре, фауне и геологии каньона реки Дору. К сожалению, мы путешествовали в декабре, а не в теплое время года. Туристы приезжают с обоих берегов Дору, поэтому надписи здесь на португальском и на испанском. Останавливаемся возле входа на территорию Международной биологической станции. А вот как эта станция выглядит сбоку и сверху. Еще на территории Испании мы видели в небе больших птиц. Это орлы и другие хищные птицы. Хотя флора и фауна очень интересны, туристов в Миранда-ду-Дору больше всего привлекает геология. Чтобы осмотреть красочные береговые склоны высотой 400 метров на испанском берегу, поднимаемся по дороге немного выше. Скала покрыта ярко-желтыми пятнами, по цвету похожими на отложения серы. Эти пятна формируют рисунок, напоминающий цифру 2. Вообще, горные породы в этой части Иберийского полуострова сформировались приблизительно 480 миллионов лет назад, в ордовикском периоде. Это ортогнейсы, то есть сперва это были застывшие куски, излившиеся из глубин магмы. Потом они погрузились вниз, где уплотнились под действием высоких температур и давления, а затем снова были вытолкнуты на поверхность. Недавно в горах Миранды были обнаружены включения минерала циркона возрастом 620 миллионов лет, то есть он кристаллизовался еще до наступления палеозойской эры. Это самые древние породы Центральной Иберийской зоны. Двигаемся по серпантину еще выше и заезжаем на участок со смотровой площадкой, откуда хорошо видно плотину и гидроэлектростанцию. Контрфорсная плотина высотой 80 метров и длиной 263 метра начала действовать в 1960 году. Так как река горная, а берега высокие, площадь созданного плотиной водохранилища лишь немногим более 1 квадратного километра. Хотя географически половина плотины находится в Испании, подземный машинный зал гидроэлектростанции с 4 турбинами находится в Португалии. Управляла электростанцией компания Energias de Portugal. В 2019 году эта компания продала французскому консорциуму гидроэлектростанцию в Миранде вместе с 5 другими станциями на реке Дору за 2,2 миллиарда евро. Едем еще выше, чтобы попасть в сам город Миранда-ду-Дору. Обратите внимание, что название города написано на 2 языках. Может показаться, что второй язык – это испанский, ведь до этой страны совсем близко. Но второй язык – это мирандский. Он развился в отделенных от остальной страны горных районах 1000 лет назад. Корни мирандского языка в разговорном варианте латинского языка, на котором говорили на севере Пиренейского полуострова. Мирандский язык обладает особой фонологией, морфологией и синтаксисом и значительно отличается как от испанского, так и от португальского. Наиболее близки к нему астурийский и леонский. С 1999 года в этом регионе мирандский язык имеет официальный статус наравне с португальским. И мы не раз еще встречали таблички на 2 языках. Наконец заезжаем в город Миранда-ду-Дору. Оставляем машину возле гостиницы и отправляемся смотреть старый город, пока не стемнело.
Кстати, остановились мы в гостинице «Флор ду Дору». Все было комфортно, а с балкона виден испанский берег реки и даже дорога, по которой мы приехали. Вероятно, раньше вид был лучше, а потом под окнами стали строить новое здание. Кстати, не только в Миранде-ду-Доро, но и в других городах Иберийского полуострова много красивых видов с высоких берегов рек и склонов гор и холмов. И это отражается в языке. Миранда, Мирадоуро и другие похожие слова образованы от глагола «мирар» – «смотреть». И здесь есть на что посмотреть. Поселение на холме между реками Доро и Фресно, которое в 1286 году получило статус города, было основано по инициативе короля Португалии Дениша I. Памятник этому невоинственному королю, который еще звался король-поэт, мы видели в Коимбре. Именно в Миранда-ду-Доро в 1297 году Дениш подписал Альканийский договор с Кастилией. С испанской стороны от имени малолетнего короля Фердинанда IV договор подписала королева Мария де Молина. Этот договор установил границу между Испанией и Португалией, которая остается почти неизменной до сих пор. В XVI веке Миранда-ду-Доро стала центром епископства региона Трас-уш-Монтиш. В переводе значит «Загорье». Фактически столица этого региона. Поэтому в 1552 году было начато строительство городского собора, которое завершилось в 1614 году, когда был установлен главный алтарь. Передняя часть собора выполнена из гранита и разделена на 3 части. 2 башни и портал между ними. Квадратные башни имеют 3 уровня. На нижнем видим прямоугольные окна, на среднем большую нишу для колокола, а верхний уровень расположен над карнизом. Центральный фасад увенчан балюстрадой. Портик имеет 2 колонны по обе стороны от главного входа. Вокруг собора есть атриум, окруженный балюстрадой. В плане собор имеет вид латинского креста с 3 нефами. За собором можно увидеть остатки дворца епископа. А дальше городской парк с фонтанами. Идем далее и видим интересное здание. Оно было построено в начале XVIII века в стиле барокко и первоначально являлось церковью монастыря ордена Тринитариев. Архитектура здания типична для португальских барочных церквей. Фасад в виде арочного портала окружен 2 колоннами Коринфского ордера на гранитных основах. Портал увенчан окном и 2 нишами. В 1999 году здание бывшей церкви было перестроено для создания в нем муниципальной библиотеки. В старом городе, кроме собора, сохранились еще 2 церкви. Игрежа да Мисерикордия, церковь сострадания, была построена в XVI веке, и в ее архитектурном стиле усматривают черты маньеризма. Церковь Санта-Круш, или Святого Креста, тоже была построена в XVI веке. После перестройки она обрела фасад в стиле барокко с неоклассическими элементами. Двигаемся в сторону гостиницы и обнаруживаем небольшую площадь, на которой расположен музей земли Мирандийской. Музей был создан в 1982 году в здании XV века, в котором раньше размещался муниципалитет Пасес до Конселья. Посреди площади 2 статуи. Одна из них напоминает персонажа из «Звездных войн». Это традиционный мирандийский костюм из шерсти, обработанный так, что она становится водонепроницаемой и очень теплой. Сверху костюма оригинальная прямоугольная деталь, сочетающая капюшон и воротник.
она называется Капа де Онреш, то есть вначале ее носили только важные люди. Костюм был создан в средние века для защиты от холодных зим в горах, а сейчас он имеет чисто символическое значение. На краю исторической части города видим остатки замка. Миранда-ду-Доро находится на пограничной территории, и поэтому замок там был построен в XII веке, а может быть и раньше. Внутри замка был глубокий колодец. В XIII веке помимо замка были также выстроены стены вокруг города. Замок успешно выдержал несколько войн, вызванных династическими спорами между Португалией и Испанией, но серьезно пострадал в ходе войны 1762 года. Пока осматриваем развалины замка и выезжаем из города, расскажем об этой войне. Эта война между Португалией и Испанией получила название фантастической, потому что не было понятно, почему и за что воевали. Не было ни битв в ходе войны, ни территориальных изменений после нее. Фантастическая война была частью Семилетней войны 1756-63 годов, которую Черчилль позже назвал Первой мировой войной, так как она охватила не только большинство европейских стран, но и их колонии по всему миру. С одной стороны воевали Англия и Пруссия, с другой стороны так называемый «Союз трех баб» – императриц Австрии и России Марии Терезии и Елизаветы Петровны и фаворитки французского короля Людовика XV маркиза де Помпадур. Португалия и Испания были поначалу нейтральными, но после смерти короля Испании Фердинанда VI, который был женат на дочери короля Португалии, на трон взошел его брат Карл III, который вспомнил, что он, как и французский король, тоже бурбон, и попросился повоевать. Ему сказали, что лучше всего будет, если Испания нападет на торгового партнера Англии Португалию. В мае 1762 года испанская армия вторглась в Португалию с декларативной целью по-дружески помочь португальцам избавиться от английской тирании. 6 мая испанцы осадили Миранду, и во время обстрела 8 мая ядро попало в пороховой погреб, где было 20 тонн пороха. Замок буквально взлетел на воздух. Погибло 400 человек, и Миранда капитулировала. В мае были также захвачены города Браганса и Шавиш, фильмы о которых вы уже можете посмотреть на нашем канале. Испанская армия двинулась дальше, налегке, без запасов провизии. Ведь освободители должны кормить бесплатно. Но у португальцев было иное мнение, и испанских фуражиров стали убивать. Крестьяне оставили деревни, вооружились и перешли к партизанской войне в горах. Испанская армия пыталась захватить Порту, но была остановлена на подступах к городу. Тысячи испанских солдат дезертировали, так как португальцы платили деньги каждому дезертиру. А если тот вступал в португальскую армию, платили вдвое больше. Вскоре в Португалию прибыл британский экспедиционный корпус. Союзные англо-португальские войска возглавил рожденный в Лондоне немец граф Вильгельм Шаумбург-Липпе. Он провел оборонительную кампанию, не вступая в битвы, и вынудил вторгшуюся франко-испанскую армию покинуть Португалию в ноябре, через полгода после вторжения. Больше всего от фантастической войны пострадала именно Миранда. Замок так и не был восстановлен. Епископ переехал в Брагансу. Город стал второразрядным. И удивительным образом это помогло Миранда-ду-Дору стать городом-музеем. В Португалии еще много городов, попадая в которые ощущаешь себя на съемках фильмов о разных исторических или фантастических событиях. Поэтому ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский едут дальше, чтобы показать вам эти города и рассказать о них.
Вы уже можете посмотреть фильмы о таких городах, как Браганса, Шавиш и Гимаренш. А вскоре вы увидите фильмы о португальских городах Гуарда, Бельмонте, Монсанто и других. Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До встречи на экранах ваших компьютеров и смартфонов!